Произведение Hunter x Hunter богато на различных многогранных персонажей, и сегодня я бы хотел поговорить об одном из самых интересных из них. Вы на канале Anime Hater, и это разбор персонажа Хисока Моро. Большинство персонажей Хантера так или иначе ищут для себя сражения с более сильным противником, с целью становиться еще сильнее с каждой новой победой. И Хисоку можно было бы поставить в один ряд с ними, если бы не одно его качество. Хисока уже считает себя сильнейшим, и после каждой победы над оппонентом он лишь доказывает себе это снова и снова. Он похож на игрока, который предпочитает пропустить всех простых мобов и сразу перейти к сложному боссу, потому что это больше всего подпитает его эго, а его победа будет еще слаще. В самом начале на экзамене на Хантера мы видели, что Хисока не находит удовольствия и не ищет драки со слабыми противниками, если, конечно, это не дает ему какой-то альтернативной выгоды. Нам показали это на примере раненого участника экзамена на острове Завил. Хисока отказался убивать его, хотя понимал, что раненый человек хочет умереть в битве, но сражаться со слабым противником против принципов Хисоки, и такие люди не стоят его времени. Но несмотря на это, из-за чрезмерной жажды крови на первом этапе экзамена, Хисока начал судить других участников. Как говорится, на безрыбье и слабый хантер сгодится. Сам же Хисока объяснял свое поведение тем, что не хотел вмешиваться на первом этапе экзамена, но посчитал, что этап слишком легкий, поэтому он мешался и самостоятельно начал испытывать участников. Из этого можем понять, что Хисока настолько самоуверен, что считает, что может играть роль судьи и палача в жизни людей. Это подводит нас к выводу, что Хисока страдает нарциссическим расстройством личности, что характеризует его натуру как смелую и агрессивную. Он имеет грандиозное самомнение и озабоченность своими фантазиями. Да, быть сильнейшим – это фантазия Хисоки, в которую он верит. Хисока считает себя сильным и непобедимым в битвах 1 на 1. Он даже хотел сразиться с председателем организации хантеров Нитера, хотя очевидно, что Хисока навряд ли смог бы выйти победителем в этом бою. Он молчит. Молчит о прошлом. Его оно не интересует. Он не объединяется с другими. Он сам по себе, потому что считает себя сильнейшим. На протяжении всего произведения Хисока взаимодействовал и общался со множеством различных персонажей. Пауки, Гон и даже его названный друг Илуми. Суть такова, что он делает это для того, чтобы в конце концов убить их всех. Все эти персонажи достойны внимания Хисоки, а удостоить своего внимания значит быть убитым им в честной схватке. Давайте рассмотрим его и Кастро. Соперник, который имел потенциал, но не смог его реализовать. У Хисоки уже однажды была битва с Кастро, из которой первый вышел победителем. Но Хисока решил оставить Кастро в живых, потому что увидел в нем потенциал стать сильнее. К сожалению, Кастро не оправдал ожиданий Хисоки в следующем бою. Хисока сначала сломал его морально, отчего Кастро потерял самообладание, и Хисока просто убил его. В этом и есть вся суть Хисоки. Он дает возможность достойным противникам самим выбирать место и время, а также подготовиться к битве, чтобы они были больше уверены в своей победе. Ведь его брутальный стиль состоит не только лишь в том, чтобы побеждать своих противников. Ему также нужно психологически уничтожить их. Хотя Хисока и был разочарован, что Кастро было слишком легко сломать. По сути, каждый так или иначе является для Хисоки всего лишь игрушкой, которую нужно сломать. И здесь мы переходим к главному. Да, Хисока может убить человека из-за жажды крови, или судить его способности из-за своей нарциссической натуры. Но основная его мотивация в его фанатичном поиске сильных противников является его сексуальное желание. Это желание выходит за рамки простого хобби и желание победить, как у того же Гона, который всегда жаждет идеальной победы. Драйв от победы для Хисоки – это в буквальном смысле сексуальное влечение. Те, кто знакомы с персонажем, наверняка слышали шутки, что Хисока испытывает нездоровое влечение к маленьким мальчикам. Отчасти это так, но не поймите меня неправильно. Хисока испытывает сексуальное влечение в битве с сильным и уверенным в себе противником. Но он хочет не просто убить их, он желает сломать их морально, чтобы они бились в отчаянии перед своей смертью. Ведь чем сильнее противник, тем больше он в себе уверен, и Хисока хочет уничтожить их самомнение и сравнять их гордость с землей.
Он хочет не просто убить своего противника, а разрушить его так же, как карточный домик. Ведь чем выше будет домик, тем приятнее Хисоки будет смотреть на его падение. И все это Хисока делает исключительно из-за своего сексуального влечения. Он в прямом смысле этого слова возбуждается, когда думает о том, как сломает очередную игрушку. Из-за этого строится странное отношение Хисоки к другим персонажам. Он готов оставить человека в живых или спасти его, только ради того, чтобы тот созрел и набрался сил, чтобы Хисока смог позже собрать свой урожай. Ведь Хисока сражается не ради славы, богатства или власти. Его это не интересует. Он просто делает то, что делает, чтобы удовлетворить свое первобытное сексуальное желание, которое он не в состоянии контролировать. И ради одного из таких моментов он долгое время состоял в организации Геней Рёдан и дал возможность Хролла самому выбирать время и место битвы, благодаря чему Хролла смог достаточно подготовиться к сражению с Хисокой, из которых Хролла вышел победителем, убив своего оппонента. Да, в манге после событий аниме Хисока умирает, но ненадолго. Благодаря своей манипуляции с Нэн и банджи жвачки, ему удается воскреснуть после смерти. И как я говорил в прошлом своем ролике, посмертная Нэн становится только сильнее. И теперь Хисока получил очень серьезный ап в своей силе. Также, думаю, важно отметить, что Хисока сказал после боя с Хролла, что реальность сурова. Это также подтверждает теорию о том, что он постоянно фантазировал о своей непобедимости. Главной целью Хисоки было побеждать своих противников. Но его мир был нарушен, когда Хролла одолел его. И мы впервые увидели, как Хисока изменил методы убийства своих противников. А также поменялись и некоторые его взгляды и принципы. Таким образом мы можем наблюдать рост персонажа. Хисока принимает решение отныне не давать оппонентам возможность решать, где и когда они будут сражаться. После этого он подтверждает свои слова, жестоко убивая Картопи и Шалнарка, когда те были лишены своих нан-способностей, что раньше он никогда бы не сделал, как мы видели в случае с Хролла. なるほど。団員じゃないなら話せるな。俺はお前と戦えないというより、戦うに値しないと言っておくか。俺は奴にジャッジメントチェーンなる鎖を心臓に刺されて、もう念能力も全く使えないんだ。 В следующей арке путешествия на Темный континент и битве за престол, о которой я также упоминал в предыдущем своем ролике, Хисока проникает на корабль, где находится Геней Рёдан. Но Хисока, посчитав, что одни лишь пауки это слишком мало для него, он идет ва-банк и решает наконец сразиться со своим другом и нанимает Илуми примкнуть паукам, чтобы тот помог им найти и убить самого Хисоку. Подводя итоги, хочу сказать, что поведение Хисоки является результатом его нарциссизма и сексуального влечения, а его удовольствие исходит от того, как он ломает сильных оппонентов. Мотивы и действия Хисоки более явно ориентированы на сражение и убийство сильных противников, или на то, что питает его эгоистичную фантазию. Хисока также не стремится к хаосу и не пытается заставить людей ненавидеть его. Люди просто ненавидят его, потому что он эгоистичная и непостоянная личность. Но пока он достигает своих целей и питает свое эго, ему плевать на то, что люди думают о нем. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на канал, а также поделиться в комментариях, что вы думаете о Хисоке. С вами был Аниме Хейтер, всем спасибо за просмотр и пока-пока.